Не так давно вы увидели историю про мальчика по имени Данила, которому был подарен мопед. Бабушка твоя, скажи, она сейчас дома? Да, дома. У нас есть зритель в нашем канале. Его зовут Виталик. Он попросил полностью, чтобы мы закрыли вам кредит. Безусловно, кредит – это бремя. Особенно непросто, когда ты улучшил жизнь не себе, а чужому дому. Я, как считается, за чужие окна плачу сама. Для меня это очень тяжело. У нас есть товарищ, который попросил вам передать вот это. Возьмите. Всем привет! Это канал Слово Пацана. И сегодняшний выпуск – это продолжение сразу двух историй, которые вы ранее видели на нашем канале. И довольно такой затратный получился выпуск, но мы здесь совершенно вообще ни при чем. У нас есть зритель по имени Виталик. Уже многие зрители знают про него, он участвовал в наших видео, и он изъявил желание принять финансовое участие конкретно в этой истории. 200 тысяч рублей будет потрачено здесь, в этом выпуске, на что вы узнаете. Как вы помните, не так давно у нас на канале была история. История про мальчика по имени Данила, которому был подарен мопед. На. Прокатись. Это твой. В смысле? Шлем, да. В смысле мой? Твой мотик. Серьезно? Да. Без шуток. Без, вообще. Прям мой. Ну да, какой выбираешь из этих? Ну, по существу этот. Ну, он твой. Серьезно мой. Да. Мы сейчас находимся в той самой деревне, где живет мальчик Данила. И приехали мы сюда спустя некоторое время после нашей первой встречи, после нашего знакомства. Вы узнаете, для чего мы сейчас приехали. Он нас ждет. Он знает, что мы сегодня приедем. Вот там за поворотом его дом. Сейчас мы подъедем туда на нашей великолепной машине. Просто великолепной. И, собственно говоря, постараемся с его бабушкой еще познакомиться, потому что в прошлый раз она не вышла. Может быть, сейчас она с нами познакомится. Погнали. Привет. Здорово, как жизнь? Нормально. Как мопед? Нормально. Покажешь? Конечно, пошлите. Какая у тебя интересная стрижка, слушай. Моднявая. Сам? Или в парикмахерской? Бабушка. Бабушка тебя такой стригла? Красавчик стоит тут. Ага. Катаешься? Ездишь? Сейчас только бензина нет. Прям вот расскажи, как произошло. Вот мы уехали. Ну, вы уехали. Я зашел домой, бабушке сказал, она говорит, через минут 30 позвонила дядя Володе. Он живет с бабушкой. Да, вдвоем. Вдвоем. То есть Да. ни папа, ни мама с ним не живет. Нет, мама там 2000, ну там 3 присылает. Но тоже он ее видеть не видел. Его бабушка забрала ему, там, по-моему, 2-3 года было. Они переехали сюда с Самары. Особо не любит рассказывать про это, но разговаривать. То есть тут они где-то лет 12 живут. Она позвонила ему, узнала, он сказал, что все хорошо, все, ничего никто не должен. Бабушка боится Да. мошеннических каких-то там действий. Да. На следующий день приехали друзья. К тебе сюда. Да. А ты им, только на следующий день рассказал, или ты прям день в день? Я выставил фотографию на страничку ВКонтакте. Ага. Они увидели, начали писать, звонить. Вот, типа, что за аппарат, где взял. На следующий день они приехали и уже посмотрели, мы там даже покатались чуть-чуть. А сейчас вот он стоит со вчерашнего дня. А так вот по хозяйству, по каким моментам уже была помощь? В школе долг у меня там был. Я должен был тетрадку сдать. Угу. Вот, я сказал, что я приеду в понедельник и сдам. На мопеде. Да. Я приехал в понедельник, у меня там учителя спрашивают, где взял. А ты, что ты рассказываешь? Я говорю, мне подарили. Но они больше ничего не А спрашивают. ты говорил, кто, что, как? Нет. А ты вообще никому, ни друзьям, никому про канал не говорил? Друзья знают то, что подарили вы мне его. Угу. И все, больше никто. И родственник тоже не верил до последнего, пока позавчера приехал он. И я к нему на нем подъехал. И он сразу же офигел. А что за родственник кто? Он сам воронежский.
Его зовут Дима. Но тебе он кем приходится? Мне он, можно сказать, дядя, но ему всего лишь 18 лет. Угу. Он родственник, он моей бабушки, его мама, сестра. И он мне родственник, получается. У бабушки что со зрением? Сделали операцию, видит все. Здорово. Сделали На оба всё. глаза сразу сделали? Нет, на один только. Почти 50 тысяч отдали. Угу. Это за один глаз. Да, Но это вот кредит, то, что взяли сотку. да. Ну и сейчас, получается, у вас еще 50 тысяч, которые вы потратите. Да, еще на глаз. Этот ролик – это в том числе продолжение истории про девочку Настю, героиню наших предыдущих выпусков. Как вы помните и знаете, какое-то время они жили в чужом фактически доме. Вынуждены были там жить, и они думали, что этот дом будет принадлежать им, что они смогут там жить долгое время, и ее мама Наталья взяла кредит в районе 100 тысяч рублей для того, чтобы вставить туда окна. И так вышло, что из этого дома им пришлось съехать. Их попросили оттуда съехать. Окна, разумеется, остались там. То есть фактически мама Насти, Наталья, взяла кредит для того, чтобы поставить окна в чужой дом. Вообще, лично я считаю, что кредит – это не всегда плохо. При правильной финансовой грамотности кредит можно хорошо распоряжаться. Но когда семья живет в трудных условиях, безусловно, кредит – это бремя. И особенно непросто, когда ты взял кредит, вроде как для того, чтобы улучшить свою жизнь, а получилось, что это просто пшик, пустота, потому что ты улучшил жизнь не себе, а чужому дому. Поэтому сейчас кредит в 100 тысяч рублей – это огромное бремя для этой семьи. Привет. Ничего себе. Здравствуйте. Заходите, не бойтесь. Здравствуйте. Это, Прям как будто крадетесь. это мы. Здрасте. Привет. А? Привет. Пригинаемся в следующий раз. Привет. Как дела у вас? Нормально. Со школы. Ты был в школе? Вот. Как учился? Хорошо? Вот. А, ничего себе, колеса сломались, Уже все. Ну, проходите. Че? Ну, мы заехали, во-первых, мы хотели знать, как у вас дела. Ничего, видите, потихонечку. Как детишки с игрушками? Ну, видите же, уже освоились, уже машины, так колеса уже все. А с этими это еще нормально. играются. У Саши так вот этот трактор свой, он же заряжается, он его берегет. Это его машина никому. Вот, как он ее с самого первого взял, все, его машина. Ладно, он постоянно играется это со своим домиком. Никому тоже не дает, хотя понятно. пацанов так Тоже, тянет да? туда, Да, серьезно? хотят туда. А книжки вечером, сказки читаем. Сейчас читаем «Конек-горбунок», она сделана то ли былиной, то ли это очень интересная. Даже самой интересно, честно. Конек-горбунок Да, «Конек-горбунок». Давай, Это- прочитай что-нибудь. Из заря по тучкам сонным пишет. Золотым червоным ослепительный узор. А скажите, еще такой вопрос по поводу вот этой вот ситуации с окнами-то. У вас так и не решилось? Нет. Слушай, а вот бабушка твоя, она, ну ведь ей любопытно, наверное, кто вы такие была? Ну да, интересно. Ты ей объяснил? Да, я ей сказал, что вы с такого-то канала. Она знает, Я- что такой канал вообще на ютубе? Да, знает. Она видео вас постоянно в маске. То есть она какие-то видео смотрела наши? Ну, видео не смотрел, я ей показывал только фотографии там с Инстаграма. Показывал некоторые ролики, то есть ставил на паузу, показывал то, что ты постоянно ходишь в маске. У нее не было желания такого там познакомиться с нами? Ну, желание было, но она как-то все равно стесняется, побаивается немного. Скажи, она сейчас дома? Да. А мы можем сейчас с ней познакомиться? Чтобы нам... Можете. Можно, да? Да. Что, зайдем? Зайдем. Здравствуйте.
Как у вас дела? У вас тепло здесь, хорошо. Да, топили. Я так немножко знаю вашу ситуацию, и хочу вам сказать, что вы большой молодец. Мы прям как-то... Данила очень про вас рассказал хорошо. А чего он обо мне? Зачем обо мне рассказывать? Но он рассказал, что вы его любимая бабушка. Ну, Что если вы я одна бабушка. фактически с рождения, да, вы? Да, года 4 было. Но он так со мной был, а потом я его забрала, увезла. Я думала, они опомнятся немножко. Договаривались с ними, в зал возьмитесь, все. А вы на пенсию, да, на вашу, получается, живете? Да, на пенсию. Вот я только во вторник операцию сделала одному глазу, потому что я вас вижу. А второй еще. Угу. Вот, глаза у меня Плохо видели, подвели. да? Угу. Ну, один совсем, а второй 20% осталось. Вот один отремонтировала, теперь второй через месяц. Но все равно очки надо будет потом. Сначала оба глаза сделаю, потом уже регулироваться. Вы, наверное, были Старческая. немножко удивлены. И еще бы, во-первых, я знаю, что он с Володей дружит, да это он частенько приезжает, помогает там ему, где-то запчасти еще за свой счет. Я все время ругалась, а здесь он мне говорит, это самая бабушка, дед Володя сказал, что, говорит, мне на день рождения подарок сделать. Я говорю, ну ты с ума сошел, какой подарок, говорю. Он и так тебе иной раз помогает, еще подарок. Пусть, говорю, даже не думает ничего. Ну, здесь он говорит, бабушка, дед Володя приедет, говорит, что-то какую запчасть купил, отремонтирует. Ну, их дела, я туда не лезу. Ну, возитесь вы там, возитесь. Я даже не знаю, кто там что возится. Машины гудят, что-то мотоциклы жужжат. Ну и жужжат. Да здесь Данилка приходит, такие глазенки у него. Ко мне потом, знаешь, что я не вижу, вот так это самые глазенки-то его видала. Говорю, бабушка, мне мотоцикл подарили. Как тебе подарили? Ты что? Кто тебе может мотоцикл подарить? А он мне говорит, вот есть такая программа, есть, говорит, такой канал, говорит, это, и стал вас показывать. Я сразу Володя, Володь, я не пойму, это что за прикол, говорю. У меня денег, говорю, где я деньги-то возьму, ребят? Он говорит, да нет, ребята решили подарить, да это самое. Я говорю, с какой стати? Это так, ну правда, ребят, ну такие деньги, это для меня это же баснословно. Ну, Володя, Тем более Володя я наш все время зритель. привыкла все сама решать и все одна. Понимаете, в чем дело? А здесь вот так вот, да, с бухты-барахты, как я девчонкам говорю, это новогодний Дед Мороз приехал, говорю, чуть попозже, к дню рождения, говорю. Не успел, наверное, из-за коронавируса. Я не знаю, как вас благодарить. Да никак, никак не надо. И что это? Я, во-первых, даже не поверила, ребят, правда. Я даже не вышла. Я потом утром в школу пошел, а я вышла и думаю, правда это или неправда. Посмотреть. А вы не видели, да, не выходили? У меня просто, знаете, как-то боялась, что это ошибка. Вот так, наверное. А сейчас уже не сомневаетесь? Сейчас уже не сомневаюсь, потому что он мне уже весь коридор уделал. Все уделал. Сказала, возьму краску, будешь красить. Как у вас вообще дома тут? В 2012 году приехали мы, а в 13 мая сюда переехали, здесь ничего не было. Все разобрано, печку делала, все сама своими руками. Вот сейчас уже опять надо, но уже здоровье не позволяет, ноги не ходят, и это. Ну, я вам скажу так, ваш дом снаружи выглядит в разы, просто в разы хуже, чем внутри. Ну, я только вот здесь, а Потому там, что- вот как там было, там и потолков нету, ничего, это все, что я смогла. Ну, во-первых, мы просто бываем в деревенских домах, ну, довольно так регулярно, как-то так выходит. Во-первых, у вас очень такой порядок, у вас он даже дровишки лежат в таком каком-то этом ящике, таком аккуратненький, да. И уютно у вас, хорошо дома. Ну, не знаю, как, стараемся немножко. А что про внука можете сказать? Ну, у меня мальчик хороший, он немножко ленимся учиться, капризничаем, а так молодец. Да И не как помогает, сидит угол. старается. Ну что в его силах, ребят? Он же ребенок. И воды он принесет, не вынесет, и дрова принесет, и там где-то что-то все помогает, что в его силах. Он добрый, отзывчивый такой вот мальчик. Он все время с маленькими ребятишек любит. Они помогают с мотоциклами. Он возле них как-то вот технику любит, очень любит. Каналы вот эти, где про технику, где там разбирает, где там собирает, где там это любимое. Да, да? Любит невозможно. Стал в мотоциклах, смотрю, разбираться. Мне объясняет, я ему говорю, Данил, ты меня спроси, бабушка, когда картошку в суп бросить, когда это, я тебе объясню. А это для бабушки уже тяжелый вопрос. У нас баба Валя есть еще в нагрузку. У нее в прошлый год
с телятами ухаживал, и яблоки там помогал, возил, и все, и траву косил, и все. Что? Я ради него-то я и выжила. Я больная какая, у меня и ноги, все на свете, и сахарный диабет. Все на свете. Ну вот из-за него я держусь, скреплюсь, за жизнь хватаюсь. Чтобы немножко его подтянуть, поднять. Он у меня один. Мне больше нет внука. С самого начала, когда я сюда от мужа ушла, я же здесь жила. Ну, а как его сестра, я же тогда не знала, что она его сестра. Она приехала, она моему сыну, он Сережке, она крестная. Она приехала, говорит, у меня есть дом, давай переедешь там и школа, там на автобусе возят, там и работа. Ну, хорошо, я съездила, посмотрела, говорю, там не особо, конечно, но, говорю, давай, из-за того, что школа возят же, а тут ходить пешком надо. Ну, говорю, ладно, хорошо. Я же собралась, переехали мы отсюда. Трудности того дома были, фундамент вообще был никуда. Печка там была, знаете, старые русские такие, с лежанками, еще, знаете, вот это вот огромная, там была на весь дом почти. Выкинули эту всю печку, узнала из фонда Ирина, которая мне помогала. Она узнала то, что в таких условиях живу, она мне помогла привезти цемент для того, чтобы сделать фундамент. 10 мешков цемента привезла своими силами, купили песок, глину, вот это все, для того, чтобы сложить печку. Мы наняли печника, как говорится, сложили печку. А своими деньгами, в том числе, вы участвовали в печке? Конечно, естественно, мы ему лично сами отдавали. За то, что... Фонд только немножко помог со стройматериалами. Да. А так мы своими силами мы нанимали, и то мы очень тяжело нам было, то что холодало. А с окнами что там было? Ну, а с окнами они были, сейчас, конечно, это две большие разницы, там вообще они были никуда. Они ездили, просто зазывали клиентов, кто, чтобы окна сделать, допустим, раззывали листовки. Они пришли ко мне, так и так, но у меня условия были никуда, они мне предложили вставить окна, и у меня есть на детей 2 региональных материнских капитала. И они говорят, вот если вы оформите вот кредит, и можете детским вот этим капиталом можете погасить вот этот весь долг. Да. Они мне вставили же окна, они мне документы полностью отдали на руки, они мне сказали то, что вот вам документы. Я поехала с этими документами, но они мне сказали, что там есть какие-то трудности, поэтому не сможете вы это. Надо просить кто мне кредит давал, чтобы они еще поправки сделали в документах, а потом только это. Я стала перезванивать, но так и не дозвонилась никому больше. И все. Вот и так я вставила. Она мне, когда я еще тут жила, она мне пообещала, вот Настя свидетель, она сказала, я тебе этот дом подарю. Просто перепишу и все. Получается, что вы переехали в тот дом. Да. Условия там были не самые лучшие, и вам пришлось его улучшать. Да. Вы сделали печку. Да. Потратили туда свои средства. Да. Потом вы сделали там Фундамент. Впереди, да, вот все сами. Вам этот дом, вы думали, что вам его подарят? Да, она же сказала, что мы приеду, оформим все. Потом, когда вы окна вставили, она сказала, мне больше не дам. Я тебе так не это, ты мне выплати за этот дом. А чтобы вставить окна, вы взяли кредит. Да. Какая сумма кредита? 98 800 у меня все встало. С отделкой, со всеми вот то, что вот все. То есть вы взяли эти деньги получается, на тот дом, в котором вы теперь не живете? Да. На какой срок? Я брала на 3 года. То есть вам теперь в течение 3 лет выплачивают? Да, вот это я плачу, у меня рассчитал банк, по 3 800 выходит. Для вас, для вашей семьи, это большое, такое бремя есть в этом? Я думала улучшить дом, чтобы дети у меня не замерзали. Я же думала, пускай я там немножко оторву от детей, но зато они у меня мерзнуть зимой не будут. А сейчас, в данный момент, я, как считается, за чужие окна плачу сама. Для меня это очень тяжело. У нас есть товарищ, знакомый,
который попросил вам передать вот это вот. Возьмите. Это что? Посмотрите, что внутри. Вот там пустяки. Я Давай такое я Это- попробую. Это полностью весь ваш... Давай я Я попробую. понимаю, я не могу такие деньги у вас взять, извините. Это не от меня. Я понимаю, но и передать ему я не хочу быть. Я уже так влипла с этими окнами. Это не извините. наше, Я не поэтому могу, у меня не могу я взять попробую. такие деньги. не переживайте. Короче говоря, это все не наше. Мы поехали. Я очень хочу, чтобы у вас кредит был закрыт, чтобы у вашей семьи не висело никакое бремя. Ни в коем случае вообще. Чтобы у этих прекрасных ребятишек была крыша над головой, хороший дом. Ой, не, я не могу. Сейчас ездили в Воронеж, да, не так давно? Да, я один глаз 3 вот сделала операцию. Это платное. Да, платно. А так кто меня будет возить? А сколько стоит сделать? Вот один глаз или два Ну, глаза? в зависимости от того, что тут у меня обошлось, я вот взяла 100 тысяч, что чистыми было у меня, а платить 121 700. Кредиты взяли, да? Кредит взяла, а куда мне деваться? Мгм. Вот будем сейчас с Данилкой 5 лет кредит платить. А куда нам деваться? А до этого вы кредиты брали? Нет, мы старались обходить. Вперед, когда вот приехали, я брала 25 тысяч. Ну, как, потихоньку. Я работала. Я вот 2 года назад бросила работу. А сейчас пенсия у вас какая? 9 700. Мгм. Но вот этот кредит 100 тысяч рублей, это вы, получается, взяли на На ремонт глаз, а потом еще с ногами 5 лет. на 5 лет. Что останется на ноги? Мгм. Понятно. У нас такие планы. У нас есть такое негласное правило, мы обычно финансовую историю не делаем. То есть мы там вот передачи денег, там это какие-то редкие случаи. Но у нас есть зритель в нашем канале. Его зовут Виталик. И мы так с ним пообщались, я ему про вас рассказал. Я сразу не буду просто тянуть и все такое прочее. Вот я вам просто скажу, что он попросил полностью, чтобы мы закрыли вам кредит. Не надо, Вот, ребят. вот все, вот просто. И мы поехали. Здесь 100 тысяч, закрывайте кредит, пусть у вас все будет хорошо, вы этого заслужили. Ребят, ну зачем? Действительно, все. Мы поехали. Вы действительно заслужили, потому что вы очень хорошая бабушка. Вы любите так сильно своего внука. Вы за ним... Ну, вам это нужно. Это такие деньги, ребят. Обязательно закройте кредит, чтобы у вас не висел этот долг в течение 5 лет. Спасибо, ребят. Давайте я вас расцелую. Просто можно приобнять. Спасибо. Это Виталик. Да, это не мы. Виталик, да. А ты кто у нас? Дима. Меня Дима зовут. А, вот Я не Дима. Виталик. Я Рома. А Виталик это наш зритель еще один. Просто он вот... Спасибо. Поэтому это не от нас, мы здесь вообще ни при чем. Вообще ни при чем. Это вы так думаете? Не-не-не, Вообще серьезно. при чем, ребят? Спасибо большое. Ради бога. Спасибо большое. Огромное-огромное. Сердечное спасибо. Самое главное, закроете, да, чтобы у вас больше не было такой тяжести. Ой, и конечно, а куда мне? Я только кредит перекрою. Спасибо большое. Огромное, ребят. Огромное спасибо. Да, не скажи бабушке, чтобы больше нас не благодарила, пожалуйста. Давай, это, бабушку не расстраивай, понял? Пожурите немножко, пусть учится. И учись хорошо. Без учебы вообще ничего в жизни не получится. Вот, поверь, правда. Тем более, учитывая, что ты вот здесь живешь в деревне. Если будешь хорошо учиться, выбьешь всю жизнь и все такое прочее. Все, до свидания. Пойдем Сердечное дальше. спасибо. Проводишь? Спасибо большое. Все. До свидания. До свидания. Учись, и чтобы у тебя жизнь наложилась вообще во всех отношениях. Хорошо. Давай, ну если что, мы на связи через Владимира. Там, если что-то где-то там подсобить, помочь, мы можем, да, то есть это совершенно нормально.
Вот. И у тебя бабушка, которая возраст свой берет, поэтому за ней следи. То она тебя всю жизнь подтягивала, а теперь ты ее начинай подтягивать. У тебя сейчас еще буквально пару лет, и все, ты уже прям полноценный взрослый мужчина. Очень здорово, что в итоге так получилось. Мне думается, что и в случае с бабушкой мальчика, и в случае с мамой Настей, то, что сегодня произошло, очень важно и, возможно, даже судьбоносно как-то в их жизни ситуации. Хочется выразить огромную благодарность вам, нашим зрителям, за то, что вы нас смотрите, за то, что вы нас поддерживаете, спонсорам канала за участие. Без вас истории такого рода у нас бы, конечно, не получались. Огромное спасибо. Конечно же, у этих историй, которые вы сегодня увидели, будет продолжение. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Подписывайтесь на инстаграм слово.пацана, где-то здесь. Всем спасибо за просмотр. Всем до понедельника. Пока.